Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вашему вниманию видео о самолетах на банкнотах Таиланда. Но прежде чем начать, для новых зрителей, которые, возможно, впервые попали на мой канал, я хотел бы коротко рассказать о том, что я делаю. А делаю я серию роликов об авиационной теме в бонистике, в которых стараюсь преимущественно показывать банкноты из своего альбома. То есть для меня принципиально важно держать банкноту в руках, а не показывать картинки из интернета. Хотя, безусловно, в данной теме есть очень тяжелые позиции. Если у меня хватит сил до них дойти, без картинок будет, к сожалению, не обойтись. К сожалению, есть вещи для меня абсолютно неподъемные в этой теме. Я стараюсь не тратить время на общее описание банкнот, озвучивание их размеров и тому подобное, и зачастую не уделяю времени другим изображениям и сюжетам на банкнотах. То есть тем, которые не относятся к авиационной теме. Хотя очень часто, как, например, сегодня, здесь на самом деле есть о чем рассказать. Самое главное для меня — это максимально раскрыть информацию именно об авиационной составляющей банкноты, дизайна банкноты и, конечно, попытаться выяснить, что за самолет изображен на ней. И далеко не всегда это бывает простой задачей. Если у вас будет время, желание посмотреть мои предыдущие ролики, то там в ряде случаев прям настоящие расследования получаются. Итак, после такого небольшого вступления, сегодня у меня Таиланд, и у этой страны есть 3 банкноты, которые можно положить в альбом, посвященный авиации. Все 3 банкноты относятся к периоду правления предыдущего короля Таиланда, Рама IX, и все 3 являются памятными. Если говорить о них последовательно в порядке выпуска, то первая и самая необычная из них, вот эта 2007 года, номиналом 16 бат. Она посвящена 80-летнему юбилею короля, который праздновался 5 декабря 2007 года. А вторая — это 100 бат 2011 года, посвящена 84-му дню рождения короля, а точнее, что является даже более важным с точки зрения тайской традиции, началу 7-го по счету 12-летнего цикла его жизни. Это произошло 5 декабря, соответственно, 2011 года. И, наконец, третья, тоже номиналом 100 бат, относится к памятной серии банкнот 2017 года, в которую входили номиналы 20, 50, 100, 500 и 1000 бат. И вся серия была посвящена памяти короля, который скончался 13 октября 2016 года. Информация о банкнотах с классификацией по пику на экране. При этом можно ответить, что первые 2 позиции, то есть 16 бат 2007 года и 100 бат 2011 года, они выпускались как в буклетах, так и без буклетов. Но по пику для 16 бат это 2 разных варианта, а для 100 бат 2011 года это 1 вариант, то есть нет различий. Конечно, бонистика Таиланда сама по себе очень необычная, я бы даже сказал, выдающаяся. Очень много ярких памятных банкнот, ярких позиций. Когда держишь в руках такую вот необычную произведение полиграфического искусства, не побоюсь таких слов, да, прям хочется отойти от чисто авиационной темы и рассказать о ней в целом, но боюсь, что это займет у нас слишком много времени. Буквально в 2 словах, нельзя не сказать. На лицевой стороне у нас изображены 3 банкноты номиналами в 1, 5 и 10 бат, что в сумме, соответственно, и составляет общий номинал банкноты 16 бат. А на обороте очень большое единое изображение, отражающее этапы жизненного пути Его Величества, его правления, достижений. То есть здесь вот, там, условно говоря, вот таким образом, да, можно проследить его жизненный путь, его достижения, увлечения, ну и так далее. И вот здесь, давайте попробую показать поближе, мы видим изображение небольшого и, очевидно, пассажирского самолета. На первый взгляд можно предположить, например, что это личный борт Его Величества, или что король сам был пилотом, допустим. Не знаю, здесь показано это как его увлечение. Но на самом деле нет. На самом деле это изображение, как и самолеты на 2 остальных сегодняшних банкнотах, символизирует научную деятельность короля, а именно королевский проект по искусственному вызову дождя. Этот проект был начат в Таиланде Его Величеством королем Рамой IX лично в 1955 году для помощи тайским фермерам, которые страдали от засухи. И когда король принял решение исправить ситуацию,
с помощью исследований по искусственному вызову осадков, вызову дождя. С тех пор этот проект превратился в департамент Королевской дождевой и сельскохозяйственной авиации, собственным, соответственно, авиационным парком. И на всех этих 3 банкнотах мы видим самолеты, на самом деле, из авиационного парка этого департамента, осуществляющие так называемый засев облаков. То есть введение в облака реагентов для изменения их фазового состояния и, соответственно, провоцирование выпадения осадков. Причем на банкнотах в 100 бат, ну в частности вот на этой, изображена технология искусственного вызова дождя под названием, как она называется, супер-сэндвич. То есть когда используется одновременно несколько летательных аппаратов, как здесь видно, да, которые распыляют реагенты одновременно как в теплые, так и в холодные облака на разных высотах. Вот оригинальное изображение, которое иллюстрирует эту технологию. И как видно, именно оно, правда зеркально, изображено на вот этой банкноте 2011 года. Можно также отметить, что данную технологию разработал и получил даже на нее патент лично король в 2009 году. И теперь мы видим, собственно, самолеты как символ его научной деятельности на банкнотах страны. При этом, как легко можно увидеть, на банкноте 2017 года изображены 2 нижних самолета с банкноты 2011 года. Вот они, только зеркально. Так вот, как-нибудь покажу. То есть получается, что вот это изображение на банкноте 2017 года соответствует частично оригинальной картинке с облаком, которую я показывал. На самом деле, надо сразу сказать, что эта картинка с облаком, она лишает дальнейшие поиски по выяснению, какие именно типы летательных аппаратов изображены на этих банкнотах, какой-либо интриги, ведь они здесь прямо указаны. И эту информацию достаточно легко сопоставить с информацией об авиационном парке департамента этого королевского, о котором я сказал. Ну, собственно, что я и сделал. Итак, как на всех 3 самолетах, как на всех 3 банкнотах, как легко можно убедиться, изображены всего 3 типа самолетов. Единственный самолет на банкноте 2007 года, вот этот, это и, соответственно, самый верхний на банкноте, вот так вот видите, идентичные изображения, очень похожие. Это американский Beechcraft Super King Air 350. Вот также дополнительные его фотографии. На банкноте 2011 года, да, которая полностью повторяет, как я уже сказал, ту картинку с облаком. 2 самолета в центре. И на банкноте 2017 года, соответственно, верхний самолет. Это испанский или, возможно, выпущенный по лицензии в Индонезии Casa C212 в модификации 300 или 400. Вот он на фотографиях. На картинке с облаком он обозначен просто как Casa, то есть без уточнения модификации. При этом в парке департамента есть разные модификации этого самолета, но судя по характерному носу, это все-таки модификация 300 или 400. И, наконец, нижний самолет на банкнотах и здесь на банкноте 2011 года и на банкноте 2017 года, но, повторюсь, изображения идентичные. В 2017 году, правда, с меньшей детализацией. Как-нибудь так, да, можно показать. Это, здесь тоже нет никакой интриги, это Cessna 208 в самой первой модификации Cessna 208A Caravan. Вот здесь вот несколько его фотографий. Такая вот история по Таиланду. Спасибо за ваше внимание. Увидимся.